Доброго здоровьячка, хунту и хунту-баре. Мы из Украины. Ну что ж, мы прожили еще одну неделю. Давайте разберем околовсяческие сплетни этой недели. Буквально сразила наповал новость, что, оказывается, микросхемы, платы и оксид алюминия Китай продает Кремляндии. Кто бы мог подумать, а? А потом мы вдруг узнаем, что иранцы все же пообещали продать свои дроны РФ. В любом военторге купить можно, все же знают. Хотя и говорят, не-не-не, мы ж не в жизнь. Но вроде и военно-транспортная авиация со звездами на фюзеляжах двинулась в Иран и корабли, а потом окажется, что тюрки таки барыжат ворованным у нас зерном и маслом. Но вот никто же не предполагал. Байрактары, что там все такое, да, наивное? Новая империя зреет медленно, но активно. Кстати, о дронах иранских. Высокомерные насмешки, мол, да там не о чем говорить, какие-то гаражные поделки. Некоторых наших экспертов по всем вопросам только лишь подтверждают синдром Вассермана. Успешные атаки на нефтезаводы саудитов тому подтверждение. Причем заводы тогда были прикрыты патриотами. Так что вполне себе нормальные дроны, думаю. Разумеется, на основе пары штатовских трофеев, которые захватили иранцы, разобрали, покумекали и сделали свое. Думаю, что к разборке трофейных американских дронов приложили руку и технологии с материалами не только иранцы, но и в большей степени китайцы. И если бы иранские дроны были бы совершенно бесполезными и неспособными, к чему Израилю уничтожать завод по их производству и рисковать ввязаться в зарубу с невменяемыми атоллами? А вот еще красивое показывают из-за поребрика. Дословно сплетня. Россия продала последнее крупное месторождение нефти китайскому офшору. Речь идет о проекте «Восток Ойл», охватывающего север Красноярского края и полуостров Таймыр, совладельцем которого стала гонконгская компания, зарегистрированная 4 месяца назад. Дальше больше. Директором Энтой Норд Эксис значится гражданин Турции, а единственным акционером Asia Business Consultants Ltd. Суммарные запасы месторождения, владельцами которого теперь стали не разбери кто, оцениваются в 44 миллиарда баррелей нефти или 20% от всех извлекаемых запасов нефти в стране. Автор сплетни задается вопросом, что это было? А вот и нам интересно тоже. Хотя они все это продают как на гаражной распродаже. А бы забрали хоть за сколько. Это они так собираются в рай с величием? Не. Они собираются сбежать с болот в места с куда лучшим климатом. И жить, хорошо жить, долго, сытно, красиво. По делам их узнаете. Люди не глупые придумали ж. Так вот. После встречи с Байденом саудиты пообещали поднять добычу на сколько-то миллионов баррелей. У кого-то 3, у кого-то 4. До потолка их текущих возможностей. Примерно 13 миллионов баррелей. Все радости на тему 17 и 20 плюс миллионов, опять же, как у многих онолидигов у наших. Ой, скорее бы каникулы закончились. Это только планы на 27-30 годы. Так что не радуемся. И добыча, если и будет расти, это вопрос недель или месяцев, хотя сообщение о том, что нефть прямо хлынула на рынки Европы, уж простите за тавтологию, прямо хлынули в наши новостные ленты. Институт изучения войны рассказал, что Кремль формирует в каждом из 85 субъектов Федерации по добровольческому батальону, где-то на 400 голов, с ЗП примерно в 3 килобакса на одни будущие «Жигули». В итоге смогут поставить под ружье 34-тысячную ораву, из которой в течение целых 30 дней при помощи ручки от швабры, зуботычин и отборного командирского языка будут делать самых мирных в мире солдат. От тыловиков и мотопехов до морпехов. Странно, что не летчиков с ракетчиками. Но то следующим заходом, наверное. А там и до имперских штурмовиков со звездой Альдебаран недалеко. И под это дело будут брить от 18 до 60. Опыт службы не обязателен. Думаю, что проблем с комплектованием не будет. Даже несколько раз смогут. Но вот качество этого, пополнения. Это ж те же донбассянские мобики, только заточенные на эти самые 3 килобакса. Для дикого заурюпья это сказочное деньжище. А также на мародеринг в промышленных масштабах. Денег на найм у Кремля хватит, профицит от внешнеторговых операций никуда не делся. Вот вам фоном диаграмма по продаже нефти в наши дни. Тем более, что стырить все бабло все еще не представляется возможным, а тратить баксы не на что. Санкции, которые не работают. Но вот чем их вооружить? Ведь танк и пушка денег стоят, в отличие от очередного безымянного куска белой лады, которая еще нарожают. А значит, танк или пушку можно продать. Так что рассказы о неисчислимых километрах складов с рядами до небес армейского всего и вся я бы все же предпочел более реальным отчетам инспекции из наших перехватов. Ну и как же без наших заокеанских друзей? «Нью-Йорк Таймс» в очередной раз порадовала сказками, что, дескать, под Новый год Россия может опять попытаться захватить Украину. Не понимаю.
А какими силами? Кадетскими корпусами в памперсах? Если у них и сейчас появляются проблемы с комплектацией, когда они свою кадровую армию уже закопали, за 3-4 месяца обучить, как те добровольческие батальоны, кому некуда податься из субъектов Федерации. Ну, рядовой пехотный состав может быть. А мотопехов на что сажать будете? А всех остальных летчиков, артиллеристов, ракетчиков? Это что же все выбивается нами? Откуда они их возьмут? Послушал тут тезис на основные доводы АПы, как нам отмазать Ермака. Конечно, признаю, в интервью Пячки Спарц таки дала слабину и зря ляпнула за возможное воровство оружия. Это оказалось спасительным кругом для ермопротекторов. Тут нельзя не отметить мастерство у пячковцев. Эмоционально размотать интервьюируемого, чтоб тот ляпнул что-то сгоряча во время перебранки, до которой ведущий опустился буквально с первых фраз, стандарты BBC по заветам Владимира Рудольфовича. Суть защиты сводится к: ну посмотрите, украсть и продать установки Хаймерсов или Цезарь, ну это ж совсем глупо, там маячки с GPS, там отслеживание, ага. И в этом им активно подыгрывали московские каналы, разгоняя именно этот тезис. Но тут хочется спросить, а что, номенклатура поставляемого ограничивается только крупными изделиями? К примеру, врагу не интересно разве расковырять снаряд к Хаймерсу, ударный дрон или Экскалибур, и не только россиянам, но и их поднебесным покровителям или иранцам или поклонникам Чучхе? Ну и не забываем, что номенклатура поставляемого союзниками для ЗСУ куда шире, чем упомянутая система. Но нельзя не согласиться с АПой. Тырить такие явно засекаемые вещи глупо, и хочется добавить, но тырить что-то более мелкое куда безопаснее. Ладно, сами разберутся и наши, и с нашими, если есть какие косяки. А теперь следите за руками. Нам активно впихивают про воровство оружия, но поставка вооружений в денежном выражении не думаю, что была самая главная статья помощи, которая идет в Украину. Финансирование дефицита бюджета, гуманитарная помощь как от правительств, так и волонтерская. Но нам перед глазами машут именно военной помощью, совершенно упуская из виду эти потоки, которые куда шире. Байден анонсирует программы помощи в сотни миллионов, тогда как на поддержку бюджета уже идут миллиарды. В общем, тщательнее надо трюки отрабатывать, клоуны. И даже желание спасаемого создать парламентскую комиссию, которая бы ответила на вопросы возможного разворовывания вооружений мимо кассы, так как остальные потоки, которые как раз и оказываются под контролем АПы, выводятся за рамки. Тем более это смешно. С нынешним составом парламента кто будет расследовать? Еременко? Стефанчук? Безуглая. Как они там нарасследовали Вагнергейт? А? Ребят, мы не заказывали сеанс урина-офтальмологии. А ПЗЖшникам показалось мало, что их только раз отправили в САД, они подали апелляцию на закрытие партии. Похоже, крепкие хозяйственники входят во вкус. Приходит на память вопрос Медведя. «Мужик, ты сюда охотиться пришел, или чтоб тебя... отое?» Уже подзабытая Бенедиктовна и Баканов, ну целая же неделя минула. В итоге все сделали шито-крыто. Никакого расследования, никакой ответственности перед Радой. Как всегда, при любом расследовании главное не выйти на себя. И настолько провальна была Бенедиктовна, что аж, как поговаривают, уедет на воды в Баден-Баден, то есть послом в Швейцарию. Вот такое наказание за цирк, творящийся в прокуратуре. Хотя за отсутствие реакции на художество Портнова уже должны были быть как минимум вопросы. И смотрите, какая еще радость получается. Генсапера, главного по САП, теперь как назначать? По закону должен это делать генпрокурор, а его у нас нет. Есть ИО, что не тождественно. Так что если назначит ИО, можно всегда через суд опротестовать, то есть парализовать САП. А эту САП от нас требуют партнеры, что пьяны требуют от Радивы заграть. Вот как не хочется кому-то из АПы или акционеров ЗАО Вовка Голобородько на лесопете, чтобы эта структура начала работать в принципе, а партнерам Запада хочется, и нам всем хочется. И за эти их художества мы можем поплатиться вплоть до статуса кандидата в ЕС, а может еще и помощью. Хотя наша все и пообещала назначить генпрокурора как только, так и сразу. Вот буквально вот-вот и тут. 2-3 недели, как выражается главный астролог-разведчик ОПы. Чуть не забыл. Репутация, она такая штука. Спарц, Европол. Да-да, она самая репутация. Мы все еще выкашливаем злополучные кольчуги времен Кучмы, которых не было, была прекрасная псулоптия. Тем временем Австрия не собирается, по примеру Швеции и Финляндии, вступать в НАТО, заявил канцлер Карст Нехаммер. Ну еще бы. Со всех сторон окружена странами НАТО. Как туда попадет кто-то из Московии? Легко быть независимым и принципиальным за чужой счет. А тем временем Литву вынудили пропускать транзит на Кейнсберг. Ну и турбина, куда ж без нее? Из Канады. Вернулась. Немцы ее пытались отдать русским, а те ни в какую.
и продолжали вопить, что их обижают, качать нечем, турбины нет, но брать ее не хотели. Ну, немецкому истеблишменту утираться в последнее время не впервой, как-то уговорили вроде. Ну и самое громкое — зерно. Кроме всего прочего, такой вот аспект не задумывались. Интересно, о каком кризисе нам рассказывают, когда 10% мирового зерна перерабатывается на топливо? Даже несмотря на то, что от голода каждый год до 9 миллионов человек испаряются. Но для зеленого перехода это же не важно. Кстати, а какая часть из этих 9 миллионов гибнет из-за отсутствия доступа к воде? А сколько воды требуется на производство 1 тонны биотоплива вдобавок к затратам на выращивание? Как-то не бьется баланс гуманизма у меня. Но я же не Грета Тунберг, мне можно. Да и производим мы не так, чтобы уж ключевую долю мирового рынка. Тогда вопрос. Кто выгодополучатели? Ну, понятно, что Турция с 25% дисконтом. Кто еще? Уже почти не стесняясь, говорят, что зерно в украинских зернохранилищах давно не принадлежит украинским фермерам. Его уже купили. И не факт, что голодающие дети Африки, которыми так любят прикрываться в ООН. Но шум у нас подняли изрядный. Под этот же шум и Москва вроде как протащила послабление в экспорте зерна и удобрений, хотя нас и уверяют, что там так и было. Теперь ворованное украинское зерно потечет широкой рекой в Турцию, а россияне будут гордиться небывало высоким урожаем прошлогоднего зерна, которое вдруг обнаружилось в закромах. Рекорд сродни стахановскому, когда вся бригада пахала на показатель надоя героя. Конечно ж, Москва осталась верна себе, подписав гарантии безопасности портовой инфраструктуры, на следующий же день зафигачила ракетами по Одесскому порту. Будет интересно дождаться реакции Эрдогана. Пацан утрется? О Гутеррише и прочих аоновских бюрократах речи нет. Те изначально шли на работу утираться и услужливо улыбаться, им зато деньги платят и не спрашивают о расходовании бюджетов. Но вот что скажет главтюрок, интересно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і придивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.